А у него еще ведьма. Ты шо? Прикол, у него еще ведьма. Так, ну немножко он так по-глупому сыграл. Смотрите, как он по-глупому сейчас сыграл. Надо было делать ставку на адскую башню. И смотрите, какой сейчас пошел разнос. Вот на ровном месте. У него были все козыря в рукаве. И сейчас он просто на трешку отлетает. С мега-рыцарем и с адской башней, с ведьмой там. Он просто на трешку позорно отлетает. Всем привет, друзья, с вами Аледжо, и сегодня я вам покажу, наверное, самую мощную атаку, которая только есть во всем Clash Royale. Если вы все сделаете правильно и по инструкции, то соперники с одной проходки будут отлетать на трешку. И неважно, какая у них там защита, какая колода, какие защитные здания, защититься от такого навала практически невозможно. Это просто какая-то адская мясорубка. Это у нас голем с эволюцией Валькирии, с эволюцией Дракончика и со сборщиком эликсира. Ну и два героя. В общем-то, сейчас вы все увидите. Я думаю, что сегодня будет очень много трешек, сегодня будет очень много классного контента, так что заранее авансом поставьте лайк, я для вас очень сильно постараюсь. У меня 12500, поехали дальше, поехали первую каточку. Давно не снимал, давно толком не играл, но будем потихоньку возвращаться в колею и буду стараться почаще для вас делать контент. Смотрите, первая цель у нас это прокрутиться до 2 эволюций. То есть, если вы не сможете прокрутиться до эволюции Валькирии, до эволюции Дракончика, то все. Никакой мощной пуш-атаки у вас не будет. Нам нужна именно атака с големом, и сзади у нас будет такие 2 эволюции, Валькирии и Дракончика. Иначе никак. Поэтому любыми способами крутитесь. До двойного эликсира вы должны уже иметь у себя на руках 2 эволюции. Так что есть повод, нету повода, но старайтесь выпускать Вальку и Дракончика 2 раза до двойного эликсира. Так, прожимаем бочку. Не успели мы прожать бочку. Ну, один раз мы уже Вальку с Дракончиком выпустили. Смотрите, сейчас я выпускаю 2-й раз Дракончика. Даже не важно, что мы там урон какой-то пропустим. Если сейчас гоблины живут, мы на них не реагируем. Так, мега-рыцарь у нас побежал. Вот, кстати, наверное, самый такой страшный для нас оппонент — это эволюция мега-рыцаря. Вот, наверное, только эволюция мега-рыцаря может заруинить нашу атаку. Даже там адская башня нам не так страшна, как эволюция мега-рыцаря, потому что он начнет прыгать, нас постоянно откидывать, и, короче говоря, может что-то пойти не по плану. Но, надеюсь, в этом поединке этого не случится. Так, эволюция варварской бочки — это, конечно, ребятки, имба, полная, прямо имба. Но законтрить мы сейчас этих стенобоев все равно не смогли. Но это не суть важно. Давайте ставим сборщик эликсира. У нас, походу, уже есть 2 эволюции. Но проблема в том, что у него есть эволюция мега-рыцаря. Это очень, конечно, большая проблема. Еще и спарки у него есть. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А я не знаю, что тут делать. Ну ладно, давайте все-таки пойдем по той стороне, где и спарки идет. Потому что если я бы пошел сейчас по левой стороне, он бы нас, возможно, даже на трешку вынес. Ой-ой-ой, ребятки, ну сейчас будет страшно. Пропускаем тычку от спарки. Давайте ставим Вальку. Тут варварскую бочку. Так, еще раз варварскую бочку. Спарки убиваем. Вышка у него сдохла. Короче, подкидываем колдуна. Так, подкидываем лозу. Но все равно сейчас это будет минус вышка. Я не знаю, будет ли это трешка или не будет трешка, но это минус башня. Смотрите, вот так вот. Вот так вот примерно вы понимаете для начала. Для начала вы примерно понимаете, как работает эта колода, как работает эта тактика. Если бы не его спарки, если бы не эволюция мега-рыцаря, ну это бы точно была трешка. Хотя трешка еще возможно, давайте, я хочу трешку, чтобы не быть балаболом. Пожалуйста, сделайте трешку. Да, есть трешка, я не балабол. Даже против такого серьезного соперника мы смогли сделать трешку. Ну что, поехали в следующую каточку. Попадается соперник, который 10 лет в Clash Royale играет. Я не знаю, это просто какое-то безумие. В одну игру играть 10 лет, а я уже 8,5 играю. Так, ну и что хотел сказать, так это то, что, к сожалению, ухудшили лозу. Вроде бы несерьезно, как бы, судя по цифрам. Просто лоза стала ставиться с задержкой. Но по факту, то, что лоза теперь ставится с задержкой, это очень капитально ухудшает это заклинание. Это просто
Я вам пипец говорю, как ухудшилось это заклинание. Вот вы видите, я еле сейчас успел поставить лозу, чтобы затормозить этого мега-рыцаря. Вот в чем раньше было преимущество лозы? Так это в ее молниеносности, это в ее неожиданности, моментальности. То есть ты можешь вот так вот неожиданно кинуть лозу, соперник ничего не успеет сделать, привязал, как говорится, и мини-пека доходит, делает тычки, короче говоря. Сейчас ты уже неожиданно лозу скинуть не можешь, потому что она ставится с очень большой задержкой. Это, блин, просто ужасное ухудшение лозы. Ну, я не скажу, что карта стала неиграбельной, но очень сильно чувствуется. То есть раньше было просто элементарно законтрить, к примеру, гоблинскую бочку. Просто кидаешь лозу моментально, все, гоблинская бочка контрится в ноль. Сейчас ты должен кинуть лозу капитально заранее, чтобы законтрить гоблинскую бочку в ноль. Иногда ты даже Хога на ходу не можешь остановить. Ну, короче говоря, я расстроен, что ухудшили лозу, потому что это мое любимое заклинание. У меня просто лозомания какая-то, я вам честно говорю. Я других заклинаний уже не признаю, чисто только играю с лозой, во все ее колоды пихаю. Но теперь уже лоза далеко не та. Активировал колдун, к сожалению, главное здание, но да ладно. Ну и в этом поединке, вы видите, у нас все пошло немножко не по плану, потому что пришлось потратить эволюцию дракончика, и у нас сзади голема идет одна валькирия. Ну а что она без пары? Как в фильме «Укрощение строптива». У меня там было 2 вазы династии Цин. Что она одна без пары? Так вот, и что одна валькирия сделает без пары, без эволюции дракончика? Эх. Ну, кстати, лютый такой соперник нам попался, блин. И вот именно против таких соперников очень хорошо решает то, что у нас полно сплэша. Смотрите, как просто колдун справляется с этой кучей спама, которые на нас идут. Смотрите, опять кидаем лозу, прожимаем бочку. Лоза ставится опять с огромнейшей задержкой. Колдуна убьем. Колдуна не убили, плохо, колдуна не убили. Тяжелый поединок. Но я думаю, что сейчас мы наконец-то прокрутимся до эволюции Вальки, до эволюции дракончика, и вам покажу, что я люблю. Давайте сразу поставим голема. У нас до хрена эликсира, ставим голема, сейчас будем его разносить. Так, сейчас закинем тут лозу. Ну, вы видите, как больно этому сопернику, как плохо ему. И немаловажную роль играет в этой колоде еще герой варварская бочка. Конечно, герой варварская бочка в этой колоде это не главный персонаж. И даже если у вас нету героя варварской бочки, вы все равно можете играть с этой декой и побеждать. Но она решает. Она решает, очень хороша. Так, остается нам 2 лозы. Давайте скидываем первую лозу. Голем, думаю, доходит и добивает этого соперника. Ухудшили, кстати, и героя колдуна, но это не сильно чувствуется. А вот то, что порезали лозу, ну блин, это, конечно, просто какой-то пипец. Так, поехали в следующую каточку. Кстати, у нас вышел новый режим хаос. Я вижу, что он немножко так хайпует, многие про него снимают, в ТикТоке мне вылазит постоянно новый режим хаос, ты шо, кайф. Но я, честно сказать, ни разу в этот режим не заходил. Я даже не знаю, что там. Я слышал там какие-то модификаторы, карты со способностями. Если вы, короче говоря, хотите, чтобы я снял про этот хаос, пишите в комментариях. Я, честно, ни разу ни одной каточки в этом хаосе не сыграл. Я не знаю, понравится мне этот режим, не понравится. Так, бочка. Но, возможно, сниму все-таки про него, потому что хайпует. А я все-таки хайпажор, тоже хочется немножко хайпануть. Так, на ровном месте мы сопернику нанесли очень большой урон. Варварская бочка, конечно, хороша. Герой варварская бочка. Но если у вас нету этого героя, то это не страшно. Эта колода не зависит именно от варварской бочки, от ее героизма. Самые главные их 2 элемента — это эволюция Вальки, эволюция дракончика. Все, даже если у вас нету героя колдуна, то это не смертельно. Можете просто ведьму взять вместо героя колдуна. Я так на твинке играю.
Так, неприятный момент сейчас будет, и мы давайте, наверное, пропустим Мега-рыцаря. Я не понимаю, что сейчас, что за бред происходит? Почему? По-моему, в третьем бою подряд нам попадаются Мега-рыцари. Если у меня лазомания, то у соперника Мега-рыцаря мания какая-то. Третий бой подряд Мега-рыцари нам попадаются. Это что? Это же за беспредел. Ладно, прокрутились мы до эволюции, наконец-то. И что самое важное, он потратил эволюцию Мега-рыцаря. Вот. Эволюция Мега-рыцаря голема контрить просто элементарно. Хорошо. Этот фаербол нам на руку, потому что сборщик там уже был полудохлый, он уже роли не играл, мы идем в атаку. Очень классно, что он потратил эволюцию Мега-рыцаря, что он скинул этот бесполезный фаербол. Вот этот фаербол сейчас был ошибкой, нельзя было его скидывать. Так, давайте, колдун взлетает, лоза, опять же, смотрите, с какой задержкой лоза. Но тем не менее, мы всех просто порубали. Порубали, от его защиты ничего не остается. Раз бочка, два бочка. Ну, прокрутился он до эволюции Мега-рыцаря. Ну, смотрите, что с этим Мега-рыцарем происходит. Мега-рыцарь, ты вообще был? Или мне приснилось, что ты только что появился? Так, ну пытается он что-то сделать, лоза. Ну, это, короче, минус вышка. Ну, так вот работает эта колода. Ну, не получается на трешку, конечно. Немножко я преувеличил. Но очень часто эта колода выносит на трешку. Очень часто. Ну что, друзья, подняли мы 60 кубков. Но это очень мало, потому что хотелось бы для начала взять хотя бы 13 тысяч. А потом можно уже и 14 тысяч штурмовать. И, конечно, бы неплохо заснять все это на видос. Ну, вообще, разработчики постоянно метаются из стороны в сторону. То 15 тысяч был максимум, то 10 тысяч был максимум, то 12 тысяч. Сейчас 14 тысяч сделали максимум. Я, честно говоря, не понимаю такое непостоянство. Ну, что нельзя уже одну цифру постоянно сделать и все? Зачем постоянно что-то менять? Я когда-то брал даже 16 тысяч кубков. Есть такой видос на канале, просто для прикола. Хотя никаких наград там уже не давали за это. Но я 16 тысяч кубков брал. Посмотрите, это было, конечно, просто жесть. Но я думаю, что 14 тысяч я возьму, раз уже 16 тысяч когда-то брал. Ну, а у нас такой вот легкий поединок, судя по всему. Вы видите, болтал, и в итоге неожиданно сопернику башню снес. Итак, друзья, я тут в моменте словил тильт, и было очень много поражений подряд, хотелось даже забросить ролик, но все-таки я вернул кубки. Давайте сейчас заберем награды и продолжим дальше пушить. Сейчас идет очень такое интересное событие, в ходе которого, если мы соберем все пазлы, мы сможем получить героя магического лучника. О, кстати, дух исцеления, прокачаем. Так вот, смотрите, очень сейчас такое любопытное событие идет. Я понимаю, что все уже там насобирали, наверное, эти пазлы. Все уже получили магического лучника. Но я еще, как вы видите, ни одного этого сундучка не открыл. И очень хочу это сделать на видос. Обязательно сделаю это в одном из следующих роликов. Ничего не буду без вас открывать. Соберем все 9 пазлов. Возможно, даже докупим, потому что их можно докупать в магазине за алмазики. Все открою. Получим эволюцию обязательно на магического лучника. Точнее, героя магического лучника получим. И, короче говоря, все посмотрим. Да, я немножко отстал от жизни. Я там пазлы до сих пор не собрал. Я до сих пор не играл этот в режим хаос. Я даже магического лучника толком не знаю. Герой, что он там делает. Мне уже попадали соперники с героем магическим лучником, но я толком не вникал. Ну и первые впечатления об этом магическом лучнике не очень такие хорошие. Как-то он меня не впечатлил. Я его просто моментально убивал мини-пекой и все. Ну, наверное, просто соперники еще не умеют им играть. Ну, а здесь против нас попадается спеллбейт классический. И давайте посмотрим, как эта колода играет против спеллбейта. Потому что я говорил, что она не боится ни любых зданий, ни любых соперников, ни любых колод. Вот давайте сейчас это и посмотрим, как мы сыграем против адской башни. Так, соперник тут немножко ошибся. На ровном месте мы ему сносим полвышки. Смотрите, что творит герой-колдун. Вообще не чувствуется, что его ухудшили.
Поставим сейчас сборщик эликсира. Так что да, впереди нас ждет серия интересных роликов. Я надеюсь, что идей полно. Я надеюсь, что не передумаю снимать. Ставим сборщик, полетела ракета. Но даже такой размен, когда мы ставим сборщик, а соперник кидает ракету, это все равно в нашу пользу. Мы все равно получаем плюс 1 каплю эликсира. Потому что сборщик после своего уничтожения 1 каплю эликсира дает. Так что учтите, что даже такой размен в нашу пользу. Он потратил 6, мы потратили 6. Но потом то нам 1 капельку возвращают, когда он сборщик уничтожает. Вот в чем прикол. Так, прокрутились мы до 2 эволюций. Хороший урон ему нанесли. И сейчас уже можно ставить голема. Он, конечно, принцесску поставит с мостика, наверное, по правой стороне, да? Ты же предсказуемый. Не. А вот. Ставим лозу, смотрите. Вот так вот заранее кидаем лозу. Потому что теперь очень большая задержка. И пытаемся его пропушить. Конечно, очень, просто невероятно плохо то, что мы потратили лозу. Потому что лоза нам бы... Ой, как бы сейчас пригодилась на адскую башню. Хорошая ракета от соперника, но даже ракета ему не помогла, потому что до этого мы ему уже наваляли. Но вообще желательно в таких ситуациях, опять лоза преждевременная, но вообще желательно в таких ситуациях лозу беречь для атаки. Вот он нас разводит на лозу, но лучше ее, конечно же, оставить для того, чтобы потом немножко заморозить адскую башню. Ну все, выиграли мы в этом поединке. Наконец-то перешагнули отметку 12600. Ну, соперники непростые тут. И даже иногда более, наверное, жесткие, чем в рейтинговом режиме. Потому что тут какие-то такие зашквары иногда попадаются. Ну, давайте посмотрим. Я сейчас просто... выключил запись и играл там, не знаю, наверное, целый час играл без записи, какой-то тильт как словил, уже и на полу от бессилия валялся, матюкался, блин, лупил об стену. Это... Вы видите, сколько я сундуков набил? Так вот, смотрите, какие тут иногда вот попадаются вот соперники. Вот что это такое? Вот человек просто взял пеку, молнию, ну, короче, просто тупо защищался и все. Не давал мне ни одного шанса пройти. Вот пека с молнией, все. Ни атакующей карты нет, тупо перекрыл фланг и все. Потом рекруты с Хогом и с 3 мушкетерами. Ну, это просто полный бред. Короче говоря, потом нам еще попадалось... Чего нам только не попадалось? Там была и пека с 3 мушкетерами. Блин, я не знаю, тут такие соперники лютые. Сложно очень играть, иногда, блин, даже до истерики доходит. Ну, поехали в следующую каточку. Думал, сейчас буду на изи всех громить, но все пошло немножко не по плану. Так, против нас, походу, еще один спелбейт попадается. То у нас было полно мега-рыцарей, теперь полно спелбейтов. Ну, посмотрим, как сейчас у нас пойдет дела. Скорее всего, это спелбейт с Валькирией. Хотя не факт, пока что он принцесску не показал. Так, пока что я не могу утверждать, что у него спелбейт. Нет, это мега-рыцарь. Какой спелбейт, ребята, какой спелбейт? Тут засилие мега-рыцаря у нас в игре. Так, ну лозу мы не успеваем поставить, поэтому... Ну, колдун справился, кстати, колдун молодец, справился. Даже лоза не понадобилась. Пытаемся его пропушить на контратаках. Иногда надо пытаться пропушить даже без голема. Вы видели, что в прошлом поединке мы вот так вот пропушили даже без голема. Давай, колдун, взлетай. Очень редко, когда у колдуна получается прожать способность дважды. Это очень редко. Потому что тайминг большой. Надо ставить сборщик эликсира. По-моему, у него тяжелых заклинаний нет, я так предполагаю. Против эволюции мега-рыцаря будет очень сложно. И спасибо большое, что он ее сейчас потратил. Очень большое спасибо, что ты потратил эволюцию мега-рыцаря. Ну, конечно, урон мы пропустим сейчас огромный. Но для нас самое главное это то, что он эволюцию мега-рыцаря потратил. Потому что иначе бы мы бы просто его не прошли бы. Так, лоза.
Сейчас будем ставить голема. Я надеюсь, что мы как-то пропушим эту дикую защиту. Мега-рыцарь плюс адская башня. Это, конечно, просто жесть. Но есть у нас 50 секунд. Так, ну урон пропускаем, в принципе. Все, нам это не важно. Лоза нам нужна для атаки, как я уже объяснял. Нам за счет лозы мы должны проходить как-то адскую башню. Ну и можно вот так вот колдуна еще поставить. А у него еще ведьма. Ты шо? Прикол, у него еще ведьма. Так, ну немножко он так по-глупому сыграл. Смотрите, как он по-глупому сейчас сыграл. Надо было делать ставку на адскую башню. И смотрите, какой сейчас пошел разнос. Вот на ровном месте. У него были все козыря в рукаве. И сейчас он просто на трешку отлетает. С мега-рыцарем и с адской башней, с ведьмой там. Он просто на трешку позорно отлетает. Вы видите, куда он адскую башню ставит. Да, наконец-то у нас пошли дела. Ну так вот просто я отдохнул. Пришел в себя немножко. Все, сразу пошла игра у нас. У нас уже 12646. Давайте, кстати, откроем эту кучу сундуков. Смотрите, сколько я сундуков набил. Кто-то еще любит открытие сундучков? Потому что раньше же все балдели от открытия сундучков. Я чисто ролики даже снимал по сундукам. Ну, давайте чисто самые такие интересные откроем, потому что тут много такой чуши. Интересно, конечно, что сделали такой выбор карт. Теперь немножко такое разнообразие в пас-рояле платном. Ну, в принципе, тут ничего такого интересного нету. Поэтому сейчас пойдем сразу в следующую каточку. Полетели. То я вам потом уже пооткрываю без вас. Давайте попытаемся 12700 взять в этом ролике. Немножко я вылез из тильта. Играем осторожно. Очередной спелбейт, что ли? Принцесска нам попадается. Кстати, много тут 15 уровней попадается. Я тут, наверное, один из перекачанным себя чувствую, потому что у меня все 16, а соперники 15 даже попадаются. Но это их проблемы. Но кто им мешает прокачиваться? Кто им мешает покупать пас-рояли? Так, лоза. Кривая лоза, вы видите, какая кривая лоза. Хотел попасть по дратисту, но колдун взлетай. Так вот, хотел я попасть по дратисту, но вы видите, какая лоза с задержкой ставится. Вот в чем проблема. Раньше бы этого дратиста я бы убил. Колдун тычку. Очень важная тычка. Фух, он ее делает. Благодаря этой тычке колдуна нам остается всего лишь скинуть одну лозу. Если бы он не сделал эту тычку, это бы... Вы знаете, какая была бы беда. Потому что 500 хп мы бы заклинаниями никак бы не добили. Ну что, друзья, да, сдался этот соперник, поэтому я лишнее обрезаю. Ну что, поперло у нас, поперло. Это вообще, блин, я не знаю, просто отлетают за миллисекунду. Как так? Даже не напрягаюсь. Давайте 12700 все-таки добьем. Забираем награду. Что-нибудь еще сегодня прокачаем. Смотрите, кстати, у меня уже 30 карт фуловых. Вот все боялись 16 уровня, типа будет сложно. Но по факту это настолько элементарно прокачиваться. Я даже скажу, что, ну да, я покупаю каждый месяц пас-рояли. Но они не ключевые. Я даже на твинке очень много 16 карт сделал, без пас-роялей. Так что, смотрите, я 16 уровня, так сказать, не боюсь. Давайте уже вводите 16 уровень. Давайте еще прокачаем дух исцеления, он сегодня выпал. Все-таки у меня золото куры не клюют, 4 ляма. Золото мне не жалко. Ну и давайте, друзья, посмотрим концовку поединка за 12700 кубков. Нам попался очень лютый соперник, который играет с Пекой, с Мега-рыцарем и с мини-Пекой. Естественно, атакующих карт у него нет, он тупо полагается на грубую силу. И, естественно, у него тяжелых заклинаний нет, поэтому на наш сборщик эликсира он положил большой и толстый. Ну, смотрите, что делает оппонент. Он сейчас ставит эволюцию Пеки, он сзади подкидывает громовержца, он сейчас сзади подкинет мини-Пеку, а нам, по сути, защищаться то и нечем. Вся надежда на героя колдуна. И смотрите, что
творит этот герой-колдун. И если бы не он, то мы бы сейчас позорно бы отлетели. Но один герой-колдун законтрил такую безумную толпу. Я, естественно, сейчас ставлю голема, у нас уже все готово для нашей атаки. Но здесь соперник допускает грубую ошибку. Вместо того, чтобы пытаться защититься на голема, он на него опять поставил болт и пытается нас пропушить по другой стороне. То есть ему пофигу на голема, он ставит мега-рыцаря, он ставит пеку, он ставит валькирию. И нам нужно только здесь защититься. Ну и герой-колдун, конечно же, с этой целью просто идеально справляется. Опять нас выручает герой-колдун. Ну, теперь он наконец-то понял, что надо все-таки голема контрить. Но, как говорится, поздно пить боржоми, когда печень отказалась. Ну и, короче говоря, побеждаем мы такого лютого соперника. Хотя таким колодам я почти всегда проигрываю. Ну, ему просто элементарно нашего голема законтрить. Но он затупил, он почему-то пошел в атаку по другой стороне, вместо того, чтобы контрить нашего голема. Ну и в итоге все-таки, друзья, берем мы 12700. И в следующем ролике, я надеюсь, будем брать мы 13 тысяч кубков. Поэтому обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будем брать 13к, а после 14к.